Сегодня мы поговорим о 103 главе Перерождения в Слизь, где фестиваль основателя Темпеста неожиданно пошел не в то русло. И теперь Римуру собирается построить свое подземелье. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После душевного разговора Римуру и Мьели с переброской на него обязанностей по организации фестиваля, их беседа продолжилась. Ведь правитель Темпеста провернул еще не все свои задумки. Предложение другу руководящей должности на празднике было лишь предлогом для совершения следующего диалога. Владыка демонов спросил у Мьельмиля, не желает ли он полностью перебраться работать в Темпест на постоянную основу. Для этого ему могут создать даже целый торговый отдел или даже передать главное финансовое управление. В общем, плюшки для перехода Мьели с этой страны в Федерацию Джуре Темпест были действительно потрясающими, как для такого человека. А все потому, что Римуру верил в то, что таким образом этот талантливый торговец сможет достичь еще больших высот. Мьельмиля же, недолго думая, с радостью принял это предложение, поскольку новые условия действительно кажутся намного привлекательнее. К тому же, в первую очередь, выгоду получит сам владыка демонов и Темпест, присвоив себе очень талантливого человека. По пути назад Римуру также посетил филиал Свободной гильдии, где повстречал Фьюза, они поговорили о событиях, связанных с Западной церковью, а также были вручены приглашения как самому Фьюзу, так и еще нескольким персонажам, среди которых был также и Юки, на которого в предыдущем совещании также пало подозрение о его причастности с сговором Семи Столпов. Также перед своим окончательным уходом Римуру поставил Гобьемона на защиту Мьели, пока тот не доберется в Темпест, ибо хоть его друг и успокаивал, говоря, что ничего страшного не случится, но перестраховаться все-таки не помешает, ведь тот грубый дворянин со своими странными замашками все еще не давал покоя. В это же время в лабиринте Рамирис было принято важное решение, и они собираются покинуть нынешнее подземелье. Этот лабиринт почти перестали посещать, и от этого здешняя владычица демонов стало очень грустно и скучно. Поэтому она приняла решение, что им нужно покинуть это место и перебраться туда, где будет много людей, вкусная еда, горячие источники. В общем, перебраться она хотела в Темпест. Но вот проблема была в том, что они таки не получили положительного ответа от Римуру касательно возможности ее приезда, а значит, там ее по сути никто не ждет. И поэтому Рамирис не придумала ничего лучше, как по сути вторгнуться на чужую территорию владыки демонов. Так еще и без вопросов, ни у кого не спрашивая разрешения, построила себе там лачугу. Незаконную постройку, конечно же, быстро заметили стражники, но несмотря на то, что они говорили еще мягко, фея лабиринта не желала ничего слушать и с помощью трейни усыпляла всех, кто попадет ей под руку. Естественно, как только Римуру узнал об этом, он тут же направился к этому месту, где как раз и поймал Рамирис с поличным. Владыка демонов, конечно же, был недоволен тем, что натворила эта фея, но благо никто не пострадал, да и халупу она построила небольшую, что, кстати, и озадачило Римуру, ведь как для троих домик-то слишком маловат будет. Но после Рамирис объяснила, что неважно, каким размером будет дом внешне, поскольку ей будет достаточно одной двери, чтобы создать свое пространство. А войдя внутрь, правитель Темпеста прямо аж охренел от масштаба в области за дверью. Ее сила была поистине удивительна. И собственно в этих порывах восхищения Римуру в голову пришла очень интересная идея, как получить из этого выгоду. Дабы привлечь внимание к фестивалю, уже было принято решение построить арену для проведения турнира по боевым искусствам. А рядом с ней, под землей, Римуру хотел создать пространство, в котором в случае чего гости могли укрыться от опасности. Там, собственно, он и собирается построить дверь, чтобы после применить способности феи лабиринта. Правитель Темпеста прощает все выходки незваного гостя и разрешает ей даже остаться здесь. Но взамен ему будет нужна ее помощь. А именно, с помощью этой двери и навыков феи лабиринта он собирается создать подземелья, которые будут посещать авантюристы, а с этого выходит еще большее привлечение внимания общественности. А от потока всего этого народа они смогут еще и не
неплохо заработать, а от полученной прибыли Рамирес получит 20% дохода, чему владычица демонов безусловно была рада, ведь наконец-то ее способности хоть кому-то действительно пригодятся, а плюсом она на этом еще и деньги поимеет, поскольку до этого дня она просто наблюдала за людьми, посещающие ее лабиринты. Все это, конечно же, было хорошо, однако пока отсутствует лорд Гельд, вырыть такое подземное пространство и построить арену огромных размеров будет, мягко говоря, непросто. Поэтому, дабы успеть к началу фестиваля, Римуру лично собрался поучаствовать в строительстве и с помощью навыка Вильзевул создал огромное пространство в земле, а после, заручившись помощью зверолюдей, они занялись постройкой сооружений. Планируя это же подземелье, коих будет как минимум 100, они занимались планировкой уровней, хотя фея упоминала, что как таковых ограничений у нее нет. Как выяснилось, монстров Рамирес создать не сможет, но со слов Римуру переживать об этом не стоит, поскольку этим займется Вильдора. Вот только что действительно было тревожно, так это то, что авантюристы могли погибать, исследуя подземелья, а это в свою очередь могло повлиять на посещаемость. Но и об этом, оказывается, переживать не стоит, так как фея лабиринта могла воскресить всех, кто погибает в ее пространстве, а значит больше не было никаких ограничений, и они могли включить сюда все, что только придумают. И так был разработан план подземелья, который со временем сам будет эволюционировать, но для этого Римуру понадобится сила Вильдоры. Не, ну ничего ж себе, мне прям уже не терпится увидеть это подземелье, поскольку в главе упоминалось, что их азарт настолько разыгрался, что идеи пошли совсем не в то русло, так что должно быть действительно интересно. Ну и так как этот видос у меня предновогодний, тогда я хочу вам пожелать крепкого здоровья, дюжину удачи, ну и самое главное, пускай все то плохое и ужасное, что принес нам 2022 год, он, пожалуй, заберет все с собой и катится к черту, а Новый год пускай принесет нам лишь только радость. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, с наступающим вас Новым годом и всем пока-пока.